Привет, с вами тот самый. Существуют ли рептилоиды на самом деле? И если бы существовали, то как выглядели бы? Сегодня мы это выясним. Без магии, без мистики, без волшебства и энергетического вампиризма. Может ли быть сенсация без всей этой мистической шелухи? Сейчас узнаем. Как утверждает Википедия, рептилоиды – это гипотетическая раса человекоподобных рептилий, представители которой чаще всего, хотя и не всегда, отображаются как имеющие внеземное происхождение, а также наделенные интеллектом и способностью принимать облик человека. Рептилообразные персонажи фигурируют в мифологиях различных народов мира, в художественных произведениях жанров фантастики и научной фантастики, уфологических текстах, в различных теориях заговора, статьях желтой прессы, некоторых городских легендах и в массовой культуре. Одним из первых людей, начавших массово распространять идеи существования рептилоидов, стал Дэвид Айк, по утверждениям которого ящероподобные пришельцы из космоса захватили власть над человечеством, а самые влиятельные люди на Земле, включая королеву Великобритании и различных президентов США, на самом деле являются рептилоидами. Идеи о рептилоидах не имеют подтверждений и часто высмеиваются в популярной культуре и средствах массовой информации. В 1982 году канадский палеонтолог Дейл Рассел опубликовал эссе в жанре мысленного эксперимента о гипотетических разумных существах, которые могли бы эволюционировать из троодонов, динозавров с относительно большим размером головного мозга. Такие динозавры, по мнению Рассела, могли бы пережить падение астероида и последовавшее затем изменение климата, так же как те, из которых впоследствии эволюционировали птицы, что в итоге дало бы им больше времени на развитие интеллекта и в конечном итоге создание цивилизации. В соответствии с другими теориями, рептилии изначально сумели достичь куда более высокого уровня интеллекта, чем утверждает современная наука, и выжили благодаря передовым технологиям. И понеслась. Мифы, легенды, истерики. Самые впечатлительные особы думали, что им свыше было ниспослано знание о рептилоидах. Ну а кого народ будет обвинять во всех своих бедах и неудачах? Ну, конечно же, правительство и весь правящий класс. Начиная от руководителей стран, президентов и заканчивая религиозными лидерами всех конфессий. Ну и само собой Ватикан, куда ж без него. И без масонов. И иллюминатов. В общем, все, чего так боятся. И у этой логики народа есть свое обоснование. Ведь подчас чудовищное отношение руководителей к своему народу просто подталкивает на мысли об их нечеловеческом инопланетном происхождении. Правда состоит в том, что чудовищное отношение друг к другу, к сожалению, это как раз человеческое свойство. Этот факт страшен, но если мы не будем смотреть в глаза правде, то так и будем топтаться на месте. Чтобы убедиться в этом, не нужно даже смотреть мой ролик «Что не так с динозаврами» первую часть, и даже не нужно смотреть телевизор. И на войну ходить не нужно. Достаточно просто посмотреть по сторонам. Или даже просто в зеркало. Сколько зла каждый из нас делает каждый день. И подчас это происходит неосознанно, на уровне рефлексов. Поговорка «ничего личного, просто бизнес» – это из той же оперы. Но я не мораль читать собрался. Просто расставляю реперные точки для логической цепочки рассуждений. Как мы себе представляем рептилоидов? Такие же, как мы, только зеленые, с острыми зубами, раздвоенным языком и щелевидными глазами. Ах да, еще чешуя. В остальном такие же, как мы. Итак, тема про рептилоидов развивается достаточно активно уже с 1982 года. Существует много разоблачений. Рептилоидами называли и Обаму, и его телохранителей, и Трампа, и английскую королеву. То есть уже почти 40 лет. И за все это время эта тема нисколько не замирает, а только все больше обрастает мифами, легендами и леденящими душу подробностями.
А как реагируют на это сами обвиняемые? Никак. Или с юмором. Никого не арестовали, не запретили. Хотя это не так уж сложно. Но этого не делают. Вам не кажется это странным? Представьте себе, вы обличаете перед народом вора, а он вам в лицо смеется. Но народ сам находит этому оправдание. Мол, у них вся власть, и мы все равно не сможем с ними справиться. Все, самоуспокоились и живем под гнетом змей расы, стиснув зубы в праведном гневе. А вот я почему-то не спокоен. Мне все это напоминает хорошо отлаженный спектакль с фокусниками-иллюзионистами. А режиссер спектакля спокоен. Он искусно направил внимание толпы в другую сторону. Почему именно рептилоиды? Почему, если они развились из динозавров, то мы не находим их скелетов? Но у режиссера на все вопросы уже есть готовые ответы. Ватикан нас поработил, рептилоиды управляют миром, а скелетов мы не находим, потому что они, рептилоиды, инопланетяне. Стоп, как инопланетяне? Ведь свистопляска с рептилоидами началась как раз с идеи развития динозавров в разумную расу. А это значит, мы просто обязаны находить их скелеты. Но не находим. Значит, их нет, либо они инопланетяне. И вроде все правильно, но вот в инопланетян я не верю. И не потому, что их нет. Конечно же, они есть. И много, и, возможно, даже очень близко. А по другим причинам. Но об этом в других роликах. Создается такое ощущение, что правительствам выгодно поддерживать миф о рептилоидах. Так может, нас просто заставляют смотреть в другую сторону? Зачем? Думаю, что все несколько сложнее, чем кажется. Посмотрите, с чего начался миф о рептилоидах. С того, что, по мнению палеонтологов, разумные динозавры должны были развиваться из троодонтов. И вот в этом кроется базовая ошибка. За обоснование выбора взяли тот факт, что у троодона был большой мозг. Палеонтологи включили дурака. Ну и что большой мозг? Давно известно, что это не главное. Возьмите слона. У него мозг намного больше человеческого. Но цивилизацию слоны не создали. Значит, размер мозга не главное? А что же главное? А главное, друзья, это руки. Да-да, как это ни странно, свободные руки с пальцами, которые могут хватать, держать, изгибать, нажимать, стучать, соединять и так далее. Именно благодаря рукам мы создали цивилизацию. Посмотрите на птиц. Некоторые вороны сдают интеллектуальные тесты быстрее людей, но цивилизации у них нет, рук нет. Те же слоны умищи, но рук нет. Да и представьте, как нелепо выглядело бы, если бы в качестве предка человека нам показывали слонов. Но нет, нам показывают обезьян. Именно потому, что у них наиболее сходные с человеком черты. Есть руки. Хотя и хвосты тоже есть. Давно обосновано и доказано наличие у обезьян интеллекта. В некоторых странах им даже на законодательном уровне присвоили юридические права. Конечно, руки – это не единственная необходимая деталь для создания цивилизации, но она ключевая. Если рук нет, то никакой цивилизации нашего типа не будет. Так что же с троодонами? А нет у них рук. Такие же зачатки, как у тираннозавров. Палеонтологи не могли не знать этого, а значит, включили дурака. То есть нас сознательно начали уводить в сторону, причем еще 40 лет назад. Зачем? Может, за тем, что рептилоиды действительно существуют? За тем, что правительства действительно имеют с ними связь через доверенных представителей? За тем, что это такие же земные существа, как и люди, но в силу каких-то причин не могущие сейчас выйти на свет? Бред какой-то.
Но мы же скелеты гигантских людей находим? Да. Только они потом куда-то исчезают. Значит, и скелеты рептилоидов должны находить. И они тоже должны исчезать? Так может это не бред? Может находим? Может вся эта история и создана как раз для того, чтобы мы, нечаянно наткнувшись на такой скелет, не решили вдруг, что он какой-нибудь бог? Слушайте, а это может быть похоже на правду. Ведь тогда и скрывать эти скелеты не придется. Пусть себе лежат в музеях под видом какого-нибудь завропода. Тогда начнем распутывать клубок с того самого момента, с которого его запутали. А именно, с определения, что является главным в выборе предполагаемого предка рептилоида. Перечислим необходимые нам ключевые характеристики. Первое. Обязательно наличие рук с пальцами, свободных рук. Второе. Как следствие, прямохождение и две ноги. Третье. Наличие мозга, желательно большого. То есть, к третьему ключевому пункту, который взял за основу канадский палеонтолог, мы добавили еще два. Руки, ноги и, как следствие, прямохождение. Кроме того, еще в фильме «Что не так с динозаврами. Часть 2 и 3» мы определили, что у него должен быть клюв. Да-да, не раздвоенный язык, а именно клюв. И вот теперь картина начинает проясняться. Мифология шумеров и египтян прямо указывает на существование таких существ. И называли их по-разному, кто анунаками, кто гениями. У них были имена – Гор, Тот, Птах, Осирис и так далее. До нас сохранились знаменитые шумерские барельефы с их изображением. Значит, наша задача упрощается до самой примитивной операции – найти по заданным признакам уже известного динозавра и сравнить его с изображениями на барельефах. И как до сих пор никто до этого не додумался? Начнем? Но как вам такое? Череп подходит идеально. Носовые отверстия точно в том месте, как изображено на барельефе. Глаза точно на месте глазных впадин. Да и уши точно на месте. Совпадение? Вы верите, что древний скульптор случайно изобразил нос, глаза и уши именно в этих местах? Не думаю, что это совпадение. Но для того, чтобы каждый из вас мог убедиться, что это не фотошоп, а лично проверить, съездить в музей, посмотреть, нужно назвать имя этого красавца, верно? Итак, представляем нашего победителя. Игуанодон. Вот его характеристики. Руки с 5 пальцами. Ходит на задних лапах, то есть прямохождение. Всеяден, как и мы. Мозг есть. Рост на 2 ногах 6-7 метров. Идеально подходит под 7-метровые двери древних сооружений, правда? И как вишенка на торте, идеально подходящий под барельефы череп. Ну как так? Ведь во всех музеях он стоит на 4 лапах. Верно, стоит. А разве ему так удобно? Посмотрите повнимательнее на его скелет. Передние лапы совершенно не приспособлены к удержанию тела. Хвост в том месте, где крестец, будто бы представлено от другого скелета и посажен на клей. Хотя, может, я, конечно, и загоняюсь. И на 4 лапы он встал только последние лет 20. До этого все палеонтологи всегда ставили его на задние лапы. Казалось бы, на этом видеоролик можно заканчивать, но я дам еще несколько фактов под пищу для размышлений. Многие исследователи приводят серьезные аргументы, что под видом чумы скрывается всемирный потоп, который как раз и уничтожил многое,
в том числе и допотопную цивилизацию. Но мы все помним чумных докторов, ходящих в полностью закрытой одежде, плащах и странных масках с клювами. Говорите мне что угодно, но развитие цивилизации доказало, что такая форма противогаза неудобна. И я бы не стал считать древних идиотами. Значит, смысл был не только в маске как таковой, но и обязательно в виде клюва. Любой человек понимает, что такая маска оставляет неизгладимое психологическое впечатление. Сейчас это, возможно, страх. А тогда, может, она была такой формы, чтобы вызывать доверие у людей, что боги еще живы, они ходят по домам и лечат. Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей увидите вы сбой, то не стесняясь, четко, грамотно и без запинок, оставьте под видосом гневный комментарий свой.